Лишь летом прошлого года я окончил бакалавриат в Высшей школе экономики и впоследствии поступил в соответствующую магистратуру под названием «Право международной торговли и разрешение споров». Именно в тот момент я получил высшее юридическое образование, значит, я получил возможность принять участие в таком замечательном конкурсе, как премия международного права в 21 веке. Поэтому именно в этот момент я решил все-таки отправить свою заявку на этот конкурс. На самом деле я этой темой занимаюсь уже год, потому что моя бакалаврская работа также была посвящена использованию концепции прав человека в борьбе с изменением климата. Я ее также писал под руководством Веры Николаевны Русиновой. И уже с того момента я начал задумываться о том, чтобы не просто написать диплом, и отложить его, поставить на полку пылиться, а чтобы дальше развивать его и довести до кандидатской диссертации. Самое сложное, наверное, было то, что у меня оставалось мало времени, поскольку я начал работать над текстом только в январе этого года, хотя конкурс был объявлен еще в августе 2025 года. Мне надо было приложить максимум усилий, чтобы закончить свой текст, чтобы его вычитать, чтобы довести все до ума, но мне показалось, что у меня в целом есть база по источникам. Я очень хорошо был знаком с источниками, которые я бы использовал в работе, поэтому это мне немного облегчило ситуацию. Я думаю, что любому начинающему автору нужно прежде всего быть смелым, нужно верить в то, что ты говоришь, и говорить это от чистого сердца. Наука — это та вещь, в которой твое мнение может быть услышано и воспринято. Поэтому здесь важно не бояться даже своих каких-то смелых и очень завораживающих идей, а идти до конца и доказывать свою точку зрения. Относительно источников, которые я использовал, я бы сказал, что я прежде всего использовал электронные ресурсы нашего университета Высшей школы экономики. Также я использовал электронную библиотеку Центра международных сравнительных правовых исследований, поскольку там были доступны многие важные книги по праву прав человека и международному экологическому праву, которые были доступны даже онлайн. То есть можно было с ними ознакомиться, не приходя в центр. Исследовательская привычка. Я бы сказал, что у меня лучше всего получается, наверное, писать поздно вечером, когда я уже свободен от всех своих дел, и я могу полностью погрузиться с головой в работу над своим текстом, над текстом научной статьи или работы. Поэтому лучше мне писать вечером работы. Исследовательская работа — это та работа, где ты можешь, опять же, без страха высказать свое мнение. Острые, волнующие нас вопросы, такого глобального характера, условно как изменение климата. Это то место, где ты можешь с глубиной окунуться в какой-то вопрос, очень детально его изучить, дать свое заключение. По сути, именно такое экспертное научное заключение, в котором будет новизна. Главное — это новизна, эта работа написана именно тобой, и она не может быть повторена другими людьми. Я считаю, что презентация работы является неотъемлемой частью любого исследования. То есть первый этап — это написание, второй этап, я думаю, тоже очень важный, это презентация, устная презентация своей работы перед таким широким кругом именитых ученых, лиц, которые оценивали твою работу. Поэтому, я думаю, это очень важно — презентовать свою работу. Особенно это будет полезно тем, кто ранее был с ней не знаком. Он хотя бы из презентации может познакомиться с твоей работой и узнать о ключевых тезисах. Я считаю, что оценка со стороны твоих заслуг и твоей работы очень важна. Это также позволяет получить тебе фидбэк от других людей, что очень важно. Я бы хотел отметить, что тем преподавателем, тем научным наставником стала моя научная руководительница Вера Николаевна Русинова, с которой я пишу свои научные работы уже с 3-го курса бакалавриата. Продолжаем работать, и я этому безумно рад, поскольку Вера Николаевна очень точно наставляет своих учеников. Она очень детально прорабатывает каждый вопрос в той или иной исследовательской работе и помогает очень сильно своим ученикам добиться незабываемых высот. Я бы хотел пожелать будущим участникам конкурса не бояться. Во-первых, не бояться подать заявку, если вы соответствуете всем формальным требованиям данного конкурса. Во-вторых, я бы пожелал им не бояться уже своих идей, тех идей, которые вы готовы и хотите презентовать перед кругом именитых ученых и исследователей. То есть нужно быть уверенным в этом, но и при этом не бояться получить критику в ответ на эти идеи своего исследования, поскольку критика, она очень полезна, она может
впоследствии только улучшить ваши навыки исследовательские и привести вас к нужному результату.